Миша – трудолюбивый носильщик из отеля «Грезы» на Пенаконии. В его обязанности входит не только уборка и помощь гостям, но и мастерство в ремонте часов. Мечтательный парень, он хочет следовать стопам своего дедушки и отправиться в путешествие к далеким звездам. В игре он представляется как эпический персонаж ледяного типа урона, следующий по пути разрушения. С самого детства Миша помогает в отеле в ожидании дедушки, отправившегося в далекие галактики. Маленький носильщик с расписанным днем по часам также занимается починкой техники и ремонтом часов. После смены он погружается в мир грез до следующего утра. Миша стремится вырасти, чтобы отправиться в межгалактические приключения со Звездным экспрессом. Навыки Миши, представляющего путь разрушения, направлены на нанесение высокого урона нескольким целям. Его основное атакующее умение Ультимейт, которое накапливается различными способами. Ультимейт дает возможность наносить урон группе врагов и, возможно, наложить заморозку. Преимущество Миши. Низкая стоимость сверхспособности. Миша имеет выгодную стоимость сверхспособности, что делает его гибким в использовании. Это позволяет легко подбирать сопровождающих в битву даже при ограничениях энергии. Эффективность против группы врагов. Ультимейт Миши идеально подходит для борьбы с группами врагов любого размера. Высокий множитель урона и разумная стоимость делают его отличным выбором для таких ситуаций. Возможность наложения заморозки. Миша обладает высокой вероятностью наложить статус заморозка на монстров, что помогает контролировать ход битвы, блокируя дополнительные действия врагов. Удобная механика накопления ударов для сверхспособности. Механика накопления ударов позволяет Мише использовать сверхспособность более эффективно, так как командные очки навыков имеют равный вес зарядам. Неплохая выживаемость. За счет повышенного базового здоровья и встроенных множителей защиты, Миша обладает приемлемой выживаемостью в бою. Недостатки Миши. Низкая базовая скорость. Низкая базовая скорость требует максимального увеличения этого параметра для достижения оптимальной эффективности в бою. Специализация на массовом уроне и заморозке. Из-за фокусировки на массовом уроне и заморозке, Миша теряет некоторый потенциал в битвах с боссами, устойчивыми к этим аспектам. Значительные усиления в следах и эйдолонах. Чтобы полностью раскрыть потенциал Миши, необходимо прокачать следы 4 и 6 возвышения, что требует времени и ресурсов. Более эффективные после полной прокачки. В сравнении с другими персонажами, наносящими урон, Миша может быть менее эффективен до полной прокачки и получения дубликатов. Рекомендуемые значения характеристик для Миши в Honkai Star Rail. Скорость. Наиболее важный параметр для прокачки, поскольку позволяет Мише быстро накапливать стаки ультимейта. Рекомендуемое значение 120-134 единицы. Сила атаки. Влияет на все источники урона, включая урон от эффекта заморозка. Рекомендуемое значение 2600 единиц. Критический урон и критический шанс. Поскольку в пассивных навыках содержится малое значение критических характеристик, дополнительные значения следует добирать через пещерные реликвии и планарные украшения. Рекомендуемое значение соотношения 1 к 2, например 60% критического шанса и не менее 120% критического урона. Эффект пробития. Важен для дамагеров, участвующих в повреждении уязвимости противников. Для Миши поможет в борьбе с врагами, уязвимыми к ледяному урону. Оптимальное распределение характеристик по экипировке. Тело. Критический шанс или критический урон. Выбор зависит от того, какой аспект критической характеристики нужен больше в вашей стратегии. Ноги. Скорость. Важно для быстрого накопления стаков ультимейта. Соединительная веревка. Сила атаки. Увеличивает общий урон Миши. Планарная сфера. Ледяной урон. Для увеличения ледяного урона. Дополнительные характеристики. Скорость, сила атаки, критический урон или шанс. Шанс попадания эффектов. ХП. Сопротивление эффектам опционально. Оптимальные суммарные значения параметров. Скорость 120-134 единицы. Сила атаки 2600 единиц.
критический шанс и критический урон в соотношении 1 к 2. Шанс попадания эффектов до 96%, пока не открыт след трансмиссия. После понижаем до 36%. Лучшие световые конусы для Миши. О падении Иона. Free-to-play. Бесплатное оружие из магазина Герте с повышенными базовыми характеристиками и сильной пассивкой на силу атаки. Активация второй части эффекта зависит от слабости противников к ледяному урону. Отличный выбор для фри-то-плей игроков. Кроты приветствуют тебя. Световой конус с простым в активации эффектом. Достаточно использовать все типы атаки в течение 2 ходов. Стаки накапливаются до 3 раз и длительны до конца боя. Хороший вариант для Миши в случае ограниченности ресурсами. Бежать некуда. Повышает силу атаки на 5 уровне возвышения, конкурентоспособна. Дополнительный эффект может быть полезен в ситуациях с низкой выживаемостью отряда. В остальных случаях интересен только последний эффект на прибавку к боевой характеристике. Под голубым небом. Вторая часть эффекта требует победы противника каждые 3 хода. Пассивный навык нестабилен, может быть выбран в отсутствии других вариантов. Падение небес. Неплохая опция на начальных этапах игры. Но вторая часть эффекта бесполезна для ключевого умения Миши. Рассматривается как временное оружие. Выбор конкретного светового конуса зависит от вашего стиля игры, ресурсов и ситуации в игре. Рекомендуется выбрать оружие, которое наилучшим образом соответствует вашей стратегии и требованиям битвы. Лучшие реликвии и украшения. Охотник ледяного леса. Лучший набор реликвий для Миши. Подходит из-за низкой стоимости ультимейта персонажа. 2 части увеличивают ледяной урон, а полный сет на 2 хода добавляет прибавку к критическому урону, что значительно улучшает боевые характеристики. Стрелок дикой пшеницы. Универсальный набор, предназначенный для увеличения силы атаки и процентного повышения скорости. Часть пассивки, увеличивающая урон базовой атаки, может быть менее актуальной для Миши, но этот набор подходит для различных ролей и может быть использован до сбора всех частей Охотника ледяного леса. Вор падающего метеора. Доступен сет, который выпадает из сундуков и боевых активностей. 2 части могут быть комбинированы с другими наборами, обсужденными ранее. Собирается полностью не всегда рекомендуемый из-за ситуативного бонуса. Лучшие планарные украшения. Замерзшее Салсото. Планарное украшение, которое увеличивает урон сверхспособности, подходит для усиления основной механики персонажа. Сбор критического шанса для этого дамагера делает условия набора легким в процессе прокачки. Запечатывающий космос-станция. Стартовый комплект, повышающий силу атаки на 24%. Требуется минимальное количество скорости – 120 единиц. Этот сет является одним из лучших вариантов как на начальных этапах, так и на более поздних. Живой ванвак. Предлагает небольшое восстановление энергии, что полезно для Миши. Пассивка также придает преимущество ускоренной зарядки ультимейта и дополнительным ударам сверхспособности в начале битвы.